Всем привет! Загрузили конструкции, выезжаем на новый объект. Это будет ангар 30 на 12 метров. Высота в нижней части 3600 и 4800 в коньке. Строить будем на плите, она сделана стоппингом. То есть плита уже как готовый пол получается. Будем работать аккуратно, чтобы не повредить. Смотрите до конца, расскажу все секреты строительства ангаров. Снега насыпало очень много. Пришлось целый день откапывать саму плиту и делать тропы вдоль плиты, чтобы была возможность ходить вокруг и сделать гидроизоляцию. Да, объект находится в Федоровском. Это тут мы строили ангар 30 на 10. Видео есть на канале, подсказку оставлю. Вот он стоит, в окнах горит свет, люди работают там. Заказчик рассказал о нас соседу по участку. И тот пригласил нас, попросил построить ему аналогичный ангар, только немного больше размером. Итак, более-менее откопались, начинаем делать гидроизоляцию. Работаем в две горелки. Первый идет, прогревает плиту, следом идет человек, наносит мастику. Ну а второй горелкой уже паяем первый слой гидроизоляции. Следующий этап, промеряем плиту, размечаем, где будет стоять наш каркас, ставим метки по углам, потом меряем диагонали. Они должны быть одного размера. Если не совпадает, двигаем угловые метки, пока диагонали не совпадут. После натягиваем нитки и ставим метки с шагом примерно в 3 метра. И уже по меткам укладываем нижнюю обвязку, крепим анкерами по нашим меткам. Дальше монтируем стойки по длинным стенам. На торцевые пока не ставим. Дальше вычисляем нужную нам высоту и по нивелиру обрезаем все стойки. Сейчас расскажу, как мы это делаем. В данном случае нужно установить 3 панели, не подрезая. Ширина панели 1,20 м. Соответственно, 3 панели это 3600. И плюс у верхней панели зуб, он 1,5 сантиметра. Получается 3615. Добавляем 6 сантиметров на зазоры. Снизу будет зазор 2 сантиметра оставляем. Сверху делаем 4, так как будет скос кровли. И в итоге он все равно будет 2 сантиметра. Итого получается 3675. Это высота готовой конструкции должна быть. Отнимаем толщину верхней обвязки. Тут это 120 мм. И толщину фермы. Тут это 100 мм. Итого выходит 3675 минус 220. Равняется 3455. Это будет размер от плиты до верха стойки, которую мы обрезаем по нивелиру. Таким образом встанут 3 панели целые, без подрезки и с нужными нам зазорами. Работать зимой, конечно, то еще удовольствие. Здесь еще открытое поле, ветер постоянно дует. А когда еще мороз, то вообще беда. В общем, утеплялись как могли. Да и световой день уже короткий, часто приходится работать по темноте. Итак, конструкции смонтировали, добиваем связи ветровые. На связи использовали уголок 50 на 50, 5 мм толщина. На все здание установили 11 крестов. Собрали все на прихватке, а теперь километры сварки. А тем временем к нам приехали панели. Разгружать будем краном текстильные стропы. Подкладываем прокладки из доски сороковки, чтобы не замять панели. Панелей приехало 2 машины. И пока разгружали, ушли в темноту. Еще вторая фура заехала в канаву. Крановщик попался какой-то нехороший человек, отказался помочь буксировать. Взяли подъемник и подъемником на буксир тянули фуру. С трудом, конечно, но вытащили. Да, на этот объект мы взяли коленчатый подъемник в помощь в аренду. Очень удобная штука. Много чем может помочь. Какие-то не тяжелые конструкции можно с него смонтировать. Ну и потом помогает обваривать. И все остальное. Панели монтировать и фасонку. Очень хорошая штука, рекомендую. И даже фуру можно на буксире потаскать. Так, дальше действуем таким образом. Обвариваем там, где будут у нас устанавливаться стеновые сэндвич-панели. И сразу следом подкрашиваем, практически следом, чтобы еще теплый был металл. А все остальное будем красить уже потом, когда смонтируем все панели. Дальше я иду обваривать все остальные прогоны. А парни уже начинают монтировать первые 2 ряда панелей.
Их смонтируют с земли, а дальше уже будем придумывать третью панель. Как-то подъемник использовать. Снаружи никак не подъехать. Ну, вернее, леса не поставить точно, а подъехать будем смотреть, откапываться как-то. Наполнители панели у нас здесь пир. По весу они такие же, как и пенопласт. Пировские панели между собой стыкуются очень плотно, но мы все равно по привычке пеним между собой, хуже не будет. По монтажу сэндвич панелей отбиваем плиту по нивелиру, находим самую высокую точку. И с этой точки берем, ну если она перепад не больше 1 сантиметра, то делаем зазор 2 сантиметра в этой самой высокой точке. Если перепад больше, то зазор уменьшаем. Когда зазором определились, откидываем от этой точки ширину панели. Стандартная панель 120 и зуб у нее 1,5 сантиметра. Соответственно, берем 121,5 и рисуем метку. Переносим эту метку по нивелиру по всем стойкам, где будут крепиться сэндвич панели. По этим меткам мы будем выставлять верх первой панели. Дальше проклеиваем ленту на металлоконструкции. Когда такие условия погодные, вот мороз или влажно, можно использовать силикон. Ну, в смысле, с силиконом мажем на столб и приклеиваем ленту на силикон. При монтаже на всякий случай первую панель проверяем по уровню. Мало ли, что там с метками ошиблись. Первые две панели монтируем руками. Ну, конечно, если они не из ваты. Ну, а дальше придумываем. Либо просто веревкой, либо вот как мы с трубцинами можно. Вот таким образом мы смонтировали стены. Подъемник нам очень помог. Сейчас закроем торцы и начинаем делать кровлю. Первые панели уложили. Снег очень скользко. Пришлось придумывать лесенку, чтобы можно было стоять там. Решили вот использовать такую доску. Сейчас набьем на нее ступенек и будем тестировать. С помощью подъемника закинули ее наверх. Протестировали, все нормально. Работать можно. Но есть у нее минус. Очень тяжелая доска получилась. И сложно ее перекладывать. Какую-то часть смонтировали. Потом просто за веревку держались и крутили. Потоньше, полегче доски, к сожалению, не нашлось. Пришлось отбросить эту доску. Очень туго у нас идет кровля. Столкнулись с такой проблемой. Очень плохо снимается пленка. Вот не знаю из-за чего. Может быть из-за мороза. Я знаю, что на других панелях такой проблемы нет на морозе. А вот у пировских, похоже, есть. Мы пировские панели монтируем очень редко, поэтому сложно сказать. В общем, я так и не понял, из-за мороза это или это качество панели такое. Предыдущий вот мы монтировали в Москве пировские панели. Там прекрасно все снималось. Но там и не было таких морозов, как здесь. Кто знает, специалисты, пишите в комментариях, что это такое, из-за мороза или в производстве какой-то косяк, может. А то мы вот взяли кран в аренду, а у нас больше полсмены простоял, наблюдая за нами, как мы чистим от пленки панели. И все же мы победили эту кровлю. Двери установили, еще нужно установить ворота и прогревать помещение, чтобы была возможность покрасить наши конструкции. А прежде чем греть, надо вычистить весь снег, иначе здесь у нас будет потоп. Вообще очень много снега пришлось почистить на этом объекте. Размер помещения 360 метров квадратных. Несколько раз уже эту плиту почистили. А еще вокруг тоже приходилось немало почистить. Более-менее снег убрали. Ждем воротчиков. Как воротчики закроем проем, сразу начнем греть и красить конструкции. А пока занимаемся фасонкой. По наружке обшиваем все. И вот тут в углу организовали такое место, где будем фасонку чистить, резать. Установили фонари. Очень много вопросов было по фасонке в комментариях. Как запиливаем, как устанавливаем. На следующих объектах постараюсь более подробно снять все, рассказать. Так что подписывайтесь, чтобы не пропустить. И какие вопросы еще возникают, тоже пишите в комментариях. Буду стараться снимать, рассказывать. Мне тут один человек писал в комментариях, что в Европе уже давно не закрывают торец кровли.
И типа выглядит красиво, и не надо это делать. Тоже пишите, как думаете, надо ли торец кровли закрывать фасонкой. Приехали воротчики, установили ворота, уже там подкручивают. А мы сейчас утеплим пенопластом и установим фасонку тоже. По низам уже вот стоит все практически. Про углы был вопрос, как он перекрывает саморезы, которые прикручены. Но вот угол он такой формы, вот как выпирающий, и саморез спокойно закрывает. Ну, то же самое и на вертикалах, такая же конструкция. Итак, контур закрыли, ворота установили, начинаем греть наше помещение и будем красить. Опять же, вот наши фонари. Производство нам сделали вот такие стойки под фонари, а то мы уже сколько лет все придумали, куда их повесить. Благодарность им. Вентиляцию заказчик решил сделать позже, самостоятельно, поэтому вот так просто приоткрыли ворота. Иначе там внутри вообще просто баня. Очень большая влажность, снег вычистили, но все же не полностью. Да и пушка эта газовая, она греет хорошо, но там какой-то угар такой получается, что дышать там очень сложно. Без вентиляции работать нереально, в общем-то. В одно прекрасное утро приехали на работу. Здесь вместо дороги просто целина. С трудом туда пробились. Опять копали снег. В общем, на этом объекте мы в основном копали снег и чистили пленку с панелей. Но в итоге построили вот такой ангар. Окон здесь нет. Одни ворота, одна дверь. Вторые ворота конструкция сделана, но зашиты. Зимой строить сложнее, но возможно. До новых встреч!